Доброе утро! У нас сегодня с вами последний, финальный день этого 12-дневного марафона Соляра. И я сегодня в таком праздничном виде, с накрашенными красными яркими губами. Почему? Потому что последний день Соляра, его важно праздновать. И я сегодня праздную окончание вот этой самой серии эфиров, посвященной прекрасному, замечательному дню, вернее, практики Соляра. Итак, спасибо всем, кто смотрел все эти дни. Надеюсь, что вы будете применять эти рекомендации, когда у вас будет день рождения. Все они остаются в записи. Вы можете увидеть их либо в моем инстаграме запрещенной сети, да, либо на YouTube-канале в специальном плейлисте. Все 12 видео я там разместила. И это последнее. 12-й день Соляра. Волнительно, как будто бы я прямо сейчас еще раз проживаю этот день, свой собственный Соляр, хотя я его уже прошла в прошлую субботу, я тоже праздновала, я его отмечала, достаточно так весело. Вот, и этот день очень необычный. Почему? Потому что в астрологии нету однозначных и каких-то плоских решений. Ой, секунду. В астрологии нету каких-то однозначных и плоских решений. В астрологии все решения, они имеют вариативность. Ну, например, 12-й дом. Дом, который отвечает, с одной стороны, за духовность, да, то есть за просветление. Это, по сути, последний дом перед новым воплощением. Да? В том числе 12-й дом считается домом смерти, потому что это последний путь, последнее место, куда приходит душа для того, чтобы потом отправиться к Богу. Либо пойти снова по первому кругу в перерождение. И, соответственно, важно, да, здесь от того, как ты проживаешь этот дом, это вообще, мы сейчас говорим про Соляра, так, в принципе, в астрологии, как ты проживаешь не только этот день 12 своего Соляра, но ты как проживаешь жизнь. Ты можешь проживать жизнь в плюсе, да, либо в минусе. И от этого будет зависеть, куда ты дальше идешь, какое твое следующее пристанище. Это домой, к Богу, да, в какие-то высшие планы, становиться ангелами, архангелами и так далее, да, перемещаться на другие вибрации, на другие планеты, если они существуют. Но в любом случае идти выше по иерархии развития нашей души. И если ты эту жизнь провел не в духовности, да, если ты провел это все, слил это все непонятно куда, так же, как в 12-й дом, 12-й день Соляра, то ты отправляешься по карме снова в какое-то воплощение, проживать и проходить свои ошибки. И поэтому 12-й дом отвечает, с одной стороны, как за духовность, да, то есть это просветление, духовность, духовное развитие, так и за развлечение. Причем развлечения из серии секс, наркотики и рок-н-ролл. То есть прям все вот низшие слои развлечений, да, то есть это могут быть и алкоголь, и какие-то бары, тусовки, вот все, вот эта вот ночная клубная жизнь. Это могут быть секс, в том числе секс, причем секс, когда он в общем, секс тоже бывает как продуктивный, позитивный, который тебя наполняет, где ты с любимым человеком, где вы объединяетесь в одно целое, и где вы в тандеме в этом, да, растете и развиваетесь. Тантрические практики, очень много про сексуальную энергию, я тоже много что говорю, потому что это важная часть нашей жизни. Но секс бывает беспорядочный, секс бывает, такое слово беспорядочный, непорядочный, как бы вам объяснить-то? Когда я занимаюсь сексом, чтобы
например, торгую собственным телом, или чтобы заслужить что-нибудь, да, ну вот мужчина просит секса, хорошо, я займусь с тобой сексом, а ты, значит, ради того, чтобы, ну, ты меня не бросил, грубо говоря, да, то есть на низких вибрациях, когда это насилие, когда это, в общем, все то, что не ведет тебя в развитие, да, и в том числе в сексе, это идет по низким вибрациям. Когда там, не знаю, в пьяном угаре, когда ты вообще ничего не помнишь. Ну, то есть животные инстинкты, когда это происходит неосознанно, да, а когда это через животные инстинкты, причем нижайшие. Вот, у меня сегодня какой-то ликбез вышел. Так вот, это тоже сюда относится, причем как красивый, тантрический какой-нибудь с практиками секс, так и вот это вот где-нибудь в подворотне бухи тоже сюда относится. И этот день, вот он такой, он на грани, грубо говоря, добра и зла, и все это относится в этот день. Плюс еще траты, причем потери какие-нибудь, это тоже все про 12-й день. Я, кстати, когда рассказывала проводила эфир про годовой, рассказывала про годовой гороскоп, да, про годовые прогностику, то вот рассказывала, что у каждого в течение года всегда есть время потерь. Это как раз время 12-го дома. То есть, когда по вашему, скажем так, по вашей годовой натальной карте идет период 12-го дома. И тогда в этот период нельзя начинать новых дел, вообще никаких. Нельзя совершать каких-то крупных покупок, потому что, во-первых, эта покупка либо не принесет удовольствия, либо вы потеряете деньги, потому что сделка будет какая-то некачественная, либо вы нарветесь на мошенников, либо, ну, в общем, точно будет какая-то потеря денег. И в годовом гороскопе я всегда рассказываю, даю коррекции, рекомендации, что сделать, чтобы этих потерь избежать. У меня, кстати, сейчас в моем годовом гороскопе идет дом 12, это дом потерь. И я, кстати говоря, в Телеграме рассказывала тут на днях, у меня пришло предложение очень классное, очень заманчивое по поводу сотрудничества. Я прям очень хотела туда пойти, но потом передумала, потому что у меня сейчас дом потерь. И, соответственно, любое начинание, причем это партнерство достаточно дорогостоящее, оно, в общем, есть очень большие шансы того, что эта история будет каким-то обманом. И поэтому я не пошла. Кстати, надо сегодня в Телеграме написать пост. Я немножечко забыла, а то я, значит, замануху кинула, и я что там со мной происходит, я не написала. Сегодня напишу. Так вот, потери, страхи и смерть, это тоже все относится сюда. А еще сюда относится тюрьма, заключение. Кстати, у нас сейчас, из моих, скажем так, таких знакомых и знакомых многих, это Аяс Шабудинов, который находится сейчас в СИЗО. Вот у него в годовой карте идет транзит 12-го дома. Вот, то есть он находится, и он обыгрывается в его жизни таким образом, да, через заключение. Вот, это такой интересный, необычный, достаточно непростой дом, потому что его проживать всегда сложно, как в жизни, так и в соляре. Итак, поехали. Ремарочку для тех, кто меня первый раз вдруг смотрит, начал с этого видео. У меня цикл видео по там где-то 15 минут о том, как проживать каждый день соляра. Всего их 12 дней. И соляр — это практика астрологическая, которую человек делает, начиная в свой день рождения и потом 12 дней после. Причем сам момент соляра — это момент, когда солнышко возвращается в то положение, в ту точку, которую оно занимало в момент рождения человека. То есть тогда, когда вы родились. Такое случается раз в году, и это время постоянно меняется. То есть если вы родились, там, не знаю, в 10:00, 21 ноября 90-го года, в 10:00, то, соответственно, 21 ноября 23 года это время будет совершенно другое. Оно может быть на день раньше, на день позже, на несколько часов раньше или позже, то есть оно постоянно меняется, его высчитывают астрономически, в том числе я, как астролог, это время высчитываю. И вот начиная с этого момента соляра, с этой точки, а это такая реперная точка, самая сильная в году, это точка, когда можно заложить очень-очень-очень
крутые изменения в своей жизни, вот если грамотно прожить этот момент и 12 дней после, то вы действительно потом свой год не узнаете. В общем, ну, следите за мной, я прожила этот соляр прямо от и до 12 дней, в принципе, как стараюсь делать каждый год, потому что я один раз в год, с 2017 года я занимаюсь астрологией, и один раз я в 2018 году не сделала соляр. А почему не сделала? Потому что я сделала его в 2017, и у меня такая жизнь сложилась, вы не представляете. Я об этом уже рассказывала. Вот, то есть я переехала в Дубай, я стала просто влилась в тусовку посла и окружение при после в Арабских Эмиратах, да, посол России. Я там проводила мероприятия крупные, у меня появились клиенты, у меня появилась очень большая узнаваемость именно в Эмиратах, меня на улицах люди узнавали, то есть это прям было крутой такой прорыв, вот, и я такая в 2018 году, зачем мне делать соляр, потому что это процесс достаточно такой, ну, трудоемкий, там прям поработать надо эти 12 дней. И думаю, зачем я буду, работать? Мне так хорошо, все вообще в жизни складывается великолепно. И я, значит, решила, что не буду делать. В итоге всех тех же результатов, которые с легкостью, да, у меня получались в 2017 году, в 2018 году, в следующем году, да, у меня это со скрипом, то есть в 2-3 раза сложнее. Мне приходилось прикладывать больше усилий для того, чтобы получить точно такие же результаты. С тех пор я такая, нет, каждый год я делаю соляр, каждый год я хочу, чтобы моя жизнь была легкая, яркая, и чтобы возможности приходили сами. Вот это как раз помогает сделать соляр. Особенно, конечно же, индивидуальный. Ну окей, перехожу к заданиям, вот, что делать в рекомендациях, что делать 12 день соляр. И напоминаю, что мои рекомендации общие, они не ориентированы конкретно под вас, да, под вашу натальную карту и под те особенности, которыми она обладает. Итак, поехали. День 12. Духовности и развлечения. Значит, что мы делаем? Обязательно работаем со страхами. Делаем любые техники, которые вам знакомы. Я своим клиентам всегда даю несколько техник, несколько практик на выбор, которые они делают. Это и техника «Да упасть», это и техника коучингового избавления от страхов, это и письмо страху. То есть вот те приемы, которыми я владею, да, я даю, конечно же, своим клиентам. Вы делаете абсолютно любую технику, которая вам доступна. Хоть просто написать на листочке, да, все свои страхи, взять их и сжечь. Да, почему бы и да, прекрасная практика. Вот, дальше. Я своим клиентам даю технику «Да упасть». Здесь не дам, потому что она сложная. То есть, чтобы мне ее вам объяснить, это нужно потратить достаточное количество времени. Поэтому, если решитесь купить у меня разбор, либо AstroQuest Solaris, такая тоже есть услуга у меня. Вот, это когда общие практики, но они собраны все в одном месте, причем тут вот то, что я вам сейчас говорю, да, все это собрано в одном месте, но в виде заданий. Делай раз, делай два, делай три, и все эти инструменты, они внутри внедрены. Это чат-бот в Телеграме, и они внутри внедрены. То есть все техники, про которые я говорю, их не надо искать в интернете, все они у вас будут с чек-листами, с шаблонами. Вы просто берете и работаете по этим штукам. Значит, все медитации тоже там даю. Вот, медитацию можно сделать любую по работе с страхом. То есть вот первая задача – это проработать свой страх, обратить туда внимание, чего я боюсь, да, что меня не пускает, из-за каких страхов я не двигаюсь вперед, из-за каких страхов, из-за каких опасений я не развиваюсь. То есть подумать, да, через медитацию, через техники, через вот это прописание и сжигание, вы эти страхи, вы с ними работаете. Дальше, после страхов, с медитациями, да, это я уже сказала. После страхов, да, вы поработали с минусовой своей частью, мы идем в плюсовую свою часть. Итак, можно сделать, можно побаловать себя
скажем так, отпраздновать, да, завершение соляра и побаловать себя обязательно спа. Почему? Потому что этот день еще про удовольствие телесное, да, то есть можно сходить в баню, сходить на массаж, на какие-то косметологические процедуры, на обертывание. В общем, все, что вам даст удовольствие. То есть таким образом поблагодарить себя, поблагодарить свое тело за то, что вы прошли все 12 дней соляра, за то, что вы сделали такую огромную и непростую работу. Поблагодарите себя за это обязательно. После этого обязательно запланируйте путешествие. Прям пропишите списком города, страны, да, куда вы хотите поехать. Можете сделать коллаж из тех мест, которые вы хотите посетить. Включите приятную музыку, вот повизуализируйте, помечтайте об этих самых путешествиях. И напишите, самое главное, да, напишите себе 12 благодарностей за то, что дошли до конца. Захочется написать благодарности кому-то еще, кто был рядом, кто поддерживал. Может быть, захочется благодарности мне написать за то, что я поделилась с вами этими практиками, да, кому угодно. Обязательно тоже напишите. Ну и отпразднуйте, как я уже сказала. Веселитесь, танцуйте, устройте банкет. Да, сделайте себе второй день рождения именно в 12-й день соляра завершающий. И здесь самое интересное, что то, как ты проживешь 12-й день, будет зависеть то, как ты будешь жить в следующем году. Если ты проживешь его в страхах каких-то, именно не в работе со страхами, а будешь в плохом настроении, у тебя будут какие-то сомнения, будут какие-то вот эти, страхи, да, вот в течение дня, то так пройдет весь твой год. Если ты будешь в удовольствии, в любви, в принятии, в празднике, то так пройдет весь твой год. Поэтому с утра красим губы красной помадой, да, женщины и мужчины, одеваем, не знаю, какую-то свою, идем в барбершоп, наводим тоже красоту или надеваем, то есть делаем то, что поднимет настроение, и идем с самого утра в мир нести эту красоту и нести радость, нести ту вибрацию счастья, удовольствия, которая потом будет с вами весь следующий год. Вот. И, кстати, про то, как отметишь, да, главное, я уже сказала, но в индивидуальных раскладах, в индивидуальных разборах натальной карты, да, и соляра, я могу сказать, что давать разные рекомендации. И иногда эти рекомендации могут быть как раз-таки не поехать в какой-то ретрит, да, там, провести в дзене, потому что день духовности, да, развития, а наоборот пойти в какой-нибудь бар, клуб, ресторан и прям там кайфануть и получить огромное удовольствие там. Все будет зависеть от вашей натальной карты, от того, какие планеты находятся в 12-м доме. Я, кстати, свой день рождения отмечала именно в пабе. Правда, без танцев получилось, хотя планировали танцы. Но без танцев, но в пабе, вот, с такой интересной, классной музыкой. Самое главное еще в моем случае это интересные, очень интересные люди. Да, это было новое знакомство, потрясающее. И где мы по ценностям, как раз в том числе по духовным ценностям, сходимся с человеком. И, в общем, то, что вам нужно именно вам, как вам прожить в 12-й день, да и не только 12-й, но и первый, да, как прожить сам день рождения, потому что это тоже важно. В этот день включается ваш соляр, да, вы начинаете, это тоже праздник, первый день, как ваш день рождения, и тоже важно, как вы его проведете, да, и в каком настроении, на каких вибрациях, но и как именно вы заложите, как вы именно проведете первый день рождения. Поэтому кому-то я советую там с друзьями, с семьей, с каким-нибудь прям столом, который будет ломиться от явств, вот, вкусностей и так далее и тому подобное. А кому-то я говорю, идите и работайте. В первый день вам фокус внимания не на встрече дня рождения, а на работе. Но это тоже зависит, конечно, от тех целей, которые вы себе ставите. Вот. Потому что индивидуальный соляр я всегда делаю обязательно под ваши цели. Вы мне называете 1-2 цели, да, которые хотите реализовать, да, в своем новом году, и я под эти цели делаю вам соляр. Итак, хочу напомнить для тех, кто
так как сегодня последний день эфира, да, мы провели все 12 дней соляра. Я молодец, я горжусь собой, я горжусь теми, кто смотрел меня все эти 12 дней. Вы крутые, вы молодцы. Главное еще делайте соляр каждый день, ваш день рождения. И в честь этого праздника, да, я еще вчера озвучила, и сегодня эта акция продолжается, вы можете приобрести соляр для себя вне зависимости от того, когда у вас день рождения, да, по очень классной цене. Во-первых, я решила сделать на 2 дня, то есть вчера и сегодня. Сегодня в 24:00 эта скидка заканчивается. То есть стоимость получается 17 тысяч рублей вместо 20. Вы получаете 3000 рублей скидку, это первое. Второе, вы получаете 20-минутную консультацию от меня лично по соляру, вот по тем техникам, практикам, которые вы захотите прожить. Вы получаете марафон медитаций в подарок со скидкой. Это марафон медитаций, 30 медитаций на каждый день. Соответственно, вы его получаете в подарок. И получается, вы оплачиваете 17 тысяч рублей, да, всего лишь, а подарков, услуг получаете на сумму 35 тысяч рублей. Но, напомню, это предложение действительно только сегодня, до 24:00. Дальше, как в сказке про Золушку, карета превращается в тыкву. Сгорает эта история, и уже буквально через пару дней я поднимаю стоимость на соляр. Вот, потому что я туда добавила еще определенные техники, которые индивидуальный соляр, я имею в виду, которые очень сильно раскрывают ваш потенциал, и, соответственно, это увеличивает себестоимость продукта, ну, потому что увеличивает то, что вы получаете. Истории моих клиентов я рассказывала периодически в каждом, ну, может быть, каждый день, может быть, не каждый день, истории клиентов, да, как важно проживать, как это сказалось на их жизни, но самый большой, наверное, клиент — это я у себя, это мои примеры, это то, как я живу, то, что происходит в моей жизни, то, какие люди меня окружают, то, какие возможности у меня встречаются, да, то, какие двери передо мной открываются. То есть я самый лучший показатель того, что соляр работает. Если вы хотите изменить свою жизнь, да, трансформировать его и выйти на квантовый скачок, то соляр обязательно делайте, обязательно. Ну, в общем, на этом все. Я вас люблю, прощаюсь, обнимаю, и увидимся уже на вашем персональном соляре в ваш день рождения. Пока-пока.